Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина гадает на вас? Давайте-ка посмотрим, кто за вашей спиной гадает на вас. Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Знаете, вот почему-то мне хочется сказать, что вот этот ваш Титаник, да, вот ваш именно жизненный Титаник, то, что было для вас таким большим, ярким, очень важным, любимым, да, вот оно исчезло, вот как этот Титаник утонул, да, вот то есть что-то исчезло, что-то закончилось, какой-то очень важный этап в вашей жизни завершился. Именно этап, который важен, этап, который очень болезненный. Да? Я так подозреваю, что, скорее всего, это было расставание с женщиной, с которой вы были в паре. Причем эта женщина старалась руководить вами. Вот она одела такую корону своеобразную, да, и пыталась вот вас как бы опустить немного, да, вот как-то бразды правления взять в свои руки. Она старалась вами вовсю руководить. Хотя, знаете, вот вами особо не поруководишь. Но когда вы влюбляетесь, вы становитесь таким, ну, довольно ручным. Из вас можно видеть веревки, просто, ну, настолько вы становитесь таким наивным, доверчивым. Вы такой человек, что вы все в семью, все в дом тянете, да, вот если у вас есть семья, то вы такой вот очень семейный человек. Вы довольно активный, ревнивый, да, вот очень любите животных, я вам могу сказать, да, и сейчас, я думаю, у некоторых из вас есть животные, которые с вами живут, которые, ну, наверное, чуть ли не единственный ваш настоящий друг остались. Так, что еще у вас происходит? Так, вы, вы очень любите детей. Даже либо же своих, вот у кого есть дети, либо же вам хотелось, да, но, может быть, просто не успели еще, да, что-то пошло не так, не успели родить детей, да, но еще все как бы впереди. Вы такой человек, что очень любите, конечно, красивых женщин. Ну, наверное, вы скажете, а какой мужчина не любит? Но я вам скажу, что есть мужчины, которые, ну, обращают внимание на внешность и очень сильно обращают. И вы к этим мужчинам как раз относитесь. Для вас очень важно, чтобы женщина была красивая, ухоженная, даже самодостаточная. Причем вам могут нравиться такие, знаете, вот женщины с характером, женщины, которые знают себе цену. Вот некоторых они отталкивают, вот такие вот сильные женщины, самодостаточные. Вас же они, наоборот, привлекают. Знаете, вот как будто вот бег с препятствиями. Вам нравится покорять вот эти вершины. Вам нравится покорять вот красивую женщину, да, и потом вы чувствуете себя, ну, таким победителем, что вот я смог покорить такую неприступную, красивую, да, которая не досталась другим. Вы всегда можете подать руку помощи, очень надежный вы человек. Но если вас обидеть, то я думаю, даже какие-то вот, знаете, вот нотки, ну не то чтобы вот прям мстительность, но вы можете отплатить либо же той монетой, да, вот вас обидели, вы можете что-то такое вот сделать, ну, какую-то, ну, пакость, не пакость, да, не знаю, каким словом назвать, ну, смысл, я думаю, вы поняли. То есть, если к вам по-хорошему, то и вы будете по-хорошему. Если же вам что-то такое, ставить палки в колеса, да, унижать, оскорблять там и так далее, то, конечно, вы можете отплатить и сделать то же самое как-то взаимно. Вот. Также романтические нотки у вас есть, я вам скажу. Пусть не у всех, но у многих из вас, я думаю, есть романтика вот в вашей душе, в характере, да, вы умеете поступки делать, вы умеете красиво ухаживать за женщинами.
Причем, я вам скажу, это очень большое достоинство ваше, потому что далеко не каждый мужчина умеет красиво ухаживать. Можно, знаете, пригласить, как вот некоторые говорят, да, пошли там пивко выпьем. Да нет уж, извините, так за женщиной не ухаживая, да, ну то есть не все умеют вот и красиво преподнести какой-то сюрприз, и красиво какой-то подарок, да, вот преподнести. Ну то есть вот как-то так. Давайте-ка теперь посмотрим, какая же женщина пришла на расклад, которая гадает на вас, да? Может быть, вы узнаете кого-то из своего окружения, да? Итак, какая это женщина? Что это за женщина? Она сейчас вот с вами находится на расстоянии. Эта женщина сейчас, я бы даже сказала, что она в контрах с вами, но вы еще, между прочим, может быть, подсматриваете где-то за ней. Может быть, в соцсетях, я не знаю, там в мессенджерах, если у вас есть ее телефон, да. Вот как-то вы вроде бы и поссорились, но вы хотите вот, чтобы что-то вот наладилось в ваших отношениях, да, вот какой-то лучик надежды. Да, это может проигрываться и женщина из ваших прошлых отношений. Естественно, это не будет та женщина, которая уже много-много лет назад ушла, допустим, от вас. Ну, то есть женщина, которая до сих пор вам неравнодушна, но с которой, вот я еще раз повторюсь, вот вы в каких-то в контрах, да, ссора, может быть, даже в разводе. Она сейчас очень далеко, она злится на вас. И знаете, вот этот вот холод и гололед в ее душе, ну, такое ощущение, что вы чувствуете это на расстоянии. Вы, может быть, даже друг друга чувствуете. Вот какая-то такая, знаете, кармическая энергетическая связь между вами еще осталась. Так. Женщина, да, вот несмотря на то, что вы с ней не общаетесь, она мечтает, вот если бы вы пришли, вот сделали первый шаг, там помирились с ней, знаете, вот, ну как это обычно женщины любят, что вот мужчина должен первый. Почему-то так, вот я вам скажу по секрету. Почему-то многие женщины так считают, что вот мужчина сильный, он, значит, должен первый мириться, и все равно кто виноват. Ну вот почему-то вот так вот повелось, да. Мало какая женщина признает свою вину, и тем более придет извиниться и сделает шаг навстречу. Она скорее будет ночью рыдать в подушку, но первой она не пойдет мириться. Она вот, знаете, она почему-то вот хочет вернуть то, что вы потеряли. Вот она именно хочет вернуть это вашими руками, вот эта женщина. Вот вы разрушили вроде бы и отношения, да, вот сейчас ничего между вами нет, вот только вот эти вот гляделки, да, подглядывания в соцсетях, где-то там из-за угла, где угодно. То есть интерес еще есть какой-то, да, друг к другу. Но чтобы первой именно делал шаг мужчина, вот такие у нее хотелки. Давайте-ка посмотрим, зачем она гадает на вас, для чего она вообще это делает, да, вот, ну, как бы разошлись, поссорились, да, расстались, тем более, если... Так, а знаете, вот, она это делает, потому что сейчас у нее не лады в личной жизни. Она как-то вот вспомнила о вас, она вспомнила... Именно те моменты хорошие, которые были вот в вашей семье или же в отношениях, если это были просто отношения, она вспомнила именно, как было все хорошо. Не перед концом вашим уже, вот когда вы заканчивали, вот ссоры, скандали, нет. А именно вот начало. И у нее такая своего рода ностальгия появилась, и почему-то вот ее потянуло, да, вот погадать. А вдруг мы помиримся, а вдруг он вернется, да, а может быть он позвонит. Вот, и она потому решила погадать на вас, да. Кто-то сам умеет гадать, а другие пошли к каким-то гадалкам, да, там, ведуньям разным. И вот именно, знаете, то, что она услышала от гадалки, вот почему-то стало для нее как холодным душем своего рода. Вот она почему-то взглянула другими глазами на вас, вообще на все то, что произошло между вами. Давайте-ка уточним,
Что же такое ей сказали, что это стало для нее холодным душем? А знаете, вот ей сказали, ну, приблизительно, да, потому что это общий расклад, что какая она была глупая, что она так поступила с вами, да? Она потеряла человека, который может быть хорошим добытчиком, хорошим мужем, хорошим отцом. То есть она себя, вот как здесь, да, вот она поставила себя превыше всего. Вот свои какие-то вот эти хотелки, желания, развлечения, пусть даже если это было какое-то сиюминутное развлечение, да, и это для нее было вот перевесило, как на этой карте справедливости, да, вот она перевесила все. Ни вы, ни семья, ни дети для нее не были так важны, как ее хотелки. Она прежде всего захотела, пошла гульнула, захотела, там пошла, я не знаю, пьянки, гулянки, еще куда-то. То есть она себя поставила превыше всего. И эта гадалка и сказала, что вот какая она глупая. Она потеряла сытую, довольную жизнь. Она потеряла хорошего мужчину, хорошего заботливого отца, да, мужа, любовника. То есть все в одном лице, она это все потеряла. И это настолько ее отрезвило, это настолько ее просто вот, ну, знаете, сразило на повал. Она, может быть, раньше и думала, что вот, да, неплохой там мужчина, вот классно, мне повезло. Но, знаете, иногда, когда человек со стороны вам то же самое говорит, то ты начинаешь смотреть совершенно другими глазами на ситуацию. Это реально вот отрезвляет просто. Ты начинаешь видеть человека по-другому, под другим ракурсом. И начинаешь уже реально сам себе кусать локти, ну просто что уже поздно, это все поздно. И вот она осталась, знаете, вот, да, она 100%, она ходила куда-то к человеку, который магией занимается, да. Еще она хотела, знаете, у нее так, у некоторых из вас еще может проигрываться такая ситуация, что ваша женщина пыталась вас даже привораживать, вот чтобы вы снова к ней вернулись, чтобы снова вот вспыхнула любовь с новой силой, чтобы все наладилось, да, но она не понимает, что приворот это помимо того, что это очень плохо, это большой грех и это наказуемо, да, и бумеранг, обраточка, это все работает. Такими вещами вообще нельзя заниматься. Но, тем не менее, некоторые из ваших женщин, вот, они не брезгуют и таким, просто другое дело. Давайте-ка сейчас уточним еще, что с этим переворотом получилось оно. Нет, они к шарлатанкам каким-то пошли, обратились, что посмотрите, вот деньги выманили, да, и они остались ни с чем. Они хотели приворожить, но не получилось. Их просто обвели вокруг пальца, денежки с них взяли, а ничего не получилось. То есть она сейчас вот, знаете, вот это настолько вот отрезвило ее, и она вот сейчас сидит и думает, да, вот какая же я такая сякая была, что же я натворила. Но после драки кулаками не машут, и уже толку никакого, да. Вот она, реально, она сейчас ломает голову. Что ей делать, как ей быть, да. А может быть, вы письмо напишите, а может быть, вы хоть какой-то смайлик ей пришлете, ей этого хочется, да, вот ей хочется. Она даже с друзьями вот своими, она периодически, вот может быть, подружки там, либо же сестра, там, я не знаю, родственники, она делится с людьми, вот как ей плохо, вот она советуется, она не знает, как ей быть, вот она вас потеряла, и у нее это, знаете, ну как гром среди ясного неба просто. Вот это именно вот гадание как-то ее отрезвило, вот настолько и хреново сейчас. Ну что ж, что имеем, не храним, потерявший плачем, она сама это выбрала. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!